Представьте компанию. Она владеет командами Формулы-1, покупает футбольные клубы, организует крупнейшие экстремальные соревнования в мире, отправляет человека на границу космоса, снимает фильмы, создает собственные медиа и при этом продает энергетик. Но чем больше смотришь на Red Bull, тем сильней возникает странный вопрос. А что если энергетик вообще не главный продукт компании? И к концу этого видео вы поймете, почему Red Bull, возможно, никогда не был просто производителем напитков. Но история началась очень далеко от Формулы-1 и еще дальше от космоса. 1980-е годы. Таиланд. Австрийский маркетолог Дитрих Матешец приезжает в командировку. После долгого перелета он покупает местный напиток под названием Кратинг Дайнг и замечает странную вещь. Усталость исчезает. Джетлаг становится намного слабее. Напиток действительно работает. Но был один нюанс. Это был вовсе не тот Red Bull, который мы знаем сегодня. Напиток продавался в небольших стеклянных бутылках, не содержал газа и был рассчитан в первую очередь на дальнобойщиков и рабочих, которым нужно было бороться с усталостью. Большинство людей на месте Матешеца просто выпили бы бутылку и забыли об этом. Но он увидел не готовый бизнес. Он увидел сырой продукт, который можно полностью переупаковать для нового рынка. Именно тогда появилась идея, которая позже изменит целую индустрию. Большинство предпринимателей пытаются победить конкурентов. Матешец решил сделать кое-что опаснее – создать рынок, которого еще не существовало. В конце 1980-х годов энергетиков практически не было. Люди пили кофе, чай, газировку. Но никто не понимал, зачем платить больше за маленькую банку странного напитка. Для запуска в Европе рецепт изменили. Добавили газ, создали новый дизайн банки и полностью изменили позиционирование продукта. Когда Red Bull появился в Европе, многие считали идею провальной. Напиток стоил дороже, банка была меньше, вкус казался необычным. По всем правилам рынка он должен был проиграть. Но произошло обратное. Именно здесь начинается настоящий гений Red Bull. Компания никогда не пыталась выглядеть дешевой. Наоборот, высокая цена была частью стратегии. В некоторых магазинах Red Bull стоил в 2, а иногда и в 3 раза дороже обычной Кока-Колы. Причем объем банки был меньше. Для большинства маркетологов это выглядело почти как самоубийство. Но высокая цена работала не против компании. Она заставляла людей воспринимать продукт как нечто особенное. Не как газировку, а как функциональный напиток с конкретной задачей. Если продукт стоит дороже, люди начинают искать причину. Почему он дороже? Что в нем особенного? Почему его покупают другие? И постепенно Red Bull перестал восприниматься как напиток. Он начал восприниматься как символ энергии, активности и успеха. Но одного удачного позиционирования было недостаточно для создания глобального бренда. Сегодня все говорят про инфлюенсеров. Но Red Bull использовал похожую механику еще до появления социальных сетей. Компания не запускала огромные рекламные кампании. Она шла туда, где находилась ее будущая аудитория. Студенческие кампусы, ночные клубы, спортивные мероприятия. Молодые люди получали банки бесплатно. Пробовали напиток, рассказывали друзьям, и бренд распространялся почти как вирус. По университетам ездили знаменитые мини-купер с гигантской банкой Red Bull на крыше. А командой Red Bull Girls бесплатно раздавали напиток студентам и посетителям вечеринок. Компания не покупала внимание через телевидение. Она буквально привозила бренд прямо в руки своей аудитории. И вскоре Red Bull начал делать то, чего почти никто не ожидал. Большинство производителей напитков делают одно и то же. Создают продукт, рекламируют его
продают. Red Bull пошел другим путем. Компания начала покупать спортивные команды, создавать соревнования, спонсировать спортсменов, запускать собственные проекты. С каждым годом бренд все меньше напоминал производителя энергетиков и все больше напоминал медиакомпанию. Формула-1, РБ Лейпциг, Red Bull Salzburg, Air Race, Cliff Diving, X-Fighters. Список становился все длиннее. Но дело было не в спорте. Все эти проекты создавали один актив — внимание. Миллионы людей смотрели контент Red Bull, даже не замечая, что смотрят рекламу. Компания перестала покупать аудиторию. Она начала создавать ее самостоятельно. Именно в этот момент стало понятно — Red Bull продает не напиток, он продает образ жизни. А затем компания решила сделать то, на что не решаются даже многие государства. В 2012 году стартовал проект Red Bull Stratos. Феликс Баумгартнер поднялся на высоту почти 39 километров, а затем прыгнул вниз. Весь мир наблюдал за этим в прямом эфире. Миллионы зрителей. Рекорд за рекордом. И все это выглядело как научная миссия. Но на самом деле это была маркетинговая кампания. Проект стоил около $50 миллионов. Однако только прямую трансляцию одновременно смотрели более 8 миллионов человек. На тот момент это был рекорд YouTube. А объем бесплатного внимания, который получил бренд, многократно превысил стоимость самого проекта. В этот момент стало очевидно — Red Bull больше не рекламировал продукт. Сам бренд стал событием. В начале этого видео я задал вопрос: что если энергетик никогда не был главным продуктом компании? Теперь ответ становится очевидным. И здесь скрывается факт, о котором многие даже не подозревают. Red Bull практически не занимается производством напитков самостоятельно. Производство и розлив выполняют партнеры. Сама компания сосредоточена на том, что считает действительно важным. На бренде, на маркетинге, на контенте, на внимании аудитории. Red Bull никогда не конкурировал с Coca-Cola и никогда не конкурировал с Pepsi. Он строил не напиток, он строил культуру. Каждая банка финансировала события, контент, спорт, истории, эмоции. Все то, что заставляет людей помнить бренд. Именно поэтому Red Bull невозможно рассматривать как обычную компанию по производству напитков. Напиток приносит деньги, но настоящая ценность создается в другом месте. Во внимании, в эмоциях, в событиях, в историях. Пока другие компании покупали рекламное время, Red Bull покупал внимание. Пока другие бренды искали аудиторию, Red Bull создавал собственную. И, возможно, именно поэтому сегодня это не просто энергетик. Это одна из самых мощных медиамашин в мире, которая случайно продает напитки. А история следующей компании докажет, что Red Bull далеко не единственный бренд, который зарабатывает совсем не тем способом, который кажется очевидным.